Всем привет, вы на канале SuperKit. Существуют разные Powerbank, они отличаются емкостью, количеством портов для подключения заряжаемых устройств, наличием дополнительных опций типа фонарика и разными другими параметрами. Таким себе Powerbank можно называть и бесперебойник. Это устройство не новое по своей сути, я думаю, бесперебойники являются прародителями Powerbank, ведь появились намного раньше. Самой важной характеристикой является емкость аккумулятора и величина подключаемой нагрузки. Однако есть и другие значимые характеристики, на которые важно обратить внимание. Сегодня попробуем посмотреть на такие девайсы, а также оценить, стоит ли покупать их или нет и в каких случаях это нужно делать. Я хотел приобрести подобный аппарат для подключения небольших по мощности устройств, прежде всего для питания обычной лампы. Посчитал, что разница в цене достаточно большая с зарядной станцией, а по квартире можно перенести вес и 10 кг. Внутри конкретно этого бесперебойника два аккумулятора на 12 вольт с емкостью 9 ампер-часов. Если очень грубо прикинуть и просто перемножить ток на напряжение, то получить из этого устройства можно 216 Вт. Правда, я не знаю, как работают такие аккумуляторы, до какого напряжения они заряжаются, до какого напряжения им контроллер позволит разрядиться, а это все будет влиять на то, сколько они смогут выдать полезной мощности. Это я не говорю уже про КПД инвертора. Потери потерями, но изначально, как и сказал раньше, целью было использовать с обычной настольной лампой 230 вольт, которая потребляет 3 Вт. И сколько бы ИБП не выдавал энергии, для такой цели должно было хватать на значимое время. Однако при первом же включении всплывает первая проблема конкретно этого устройства. Это звуковое сопровождение через каждые 10 секунд в случае работы от аккумулятора. Я все могу понять, что нужно как-то сигнализировать пользователю, что идет разряд от аккумулятора. Но это уже не напоминание, это шизофрения. Я встречал такой ИБП, в котором сигнал был 3 раза после перехода на питание от батареи, а потом тишина вплоть до того, когда заряда оставалось на последние секунды работы. Было также 3 сигнала и выключение бесперебойника. Это нормальное отношение к покупателю такого агрегата. Ну ок, не догадались вы до этого, но можно же сделать кнопку. Просто кому не нужно напоминание, взять и выключить эту фигню. Допустим, что цель у этого ИБП не совпадает с поставленными мною задачами. И здесь расчет на то, что комп после отключения электричества будет работать пару минут. Хотя компы бывают разные, не обязательно же компьютер должен потреблять 500 Вт. Он может потреблять в сегодняшних реалиях и до 50 Вт. И если мне хватает заряда аккумулятора продолжить пользоваться, то почему я должен отключаться? А если не отключаться, то для чего слушать пищалку? Я где-то вычитал, что звук можно отключить через программу для компьютера, которая отслеживает состояние ИБП. Связь между ИБП и компьютером осуществляется посредством подключения к USB. Но у меня так и не получилось подключиться к компу, после чего я написал в поддержку компании и получил ответ, что такая связь возможна только в случае Windows XP. Нормальный подход у производителя, согласитесь. Продавать устройство в 2024 году и ориентироваться на Windows XP. Нужно было вообще ограничиться Windows 95. Кто-то сразу может сказать, что это все можно было проверить сразу при покупке. Однако это не так просто. Найти магазин, в котором реально будут в наличии множество бесперебойников, так чтобы прийти и пощупать их, а также на ходу понять плюсы и минусы, практически невозможно. А еще нужно учесть, что этот магазин должен быть хотя бы в одном городе с покупателем. Сегодня все через инет, а при получении что я могу проверить сходу, имея лишь одно устройство? Просто что оно работает? Ну работает, я же и не спорю. А как работает? Это нужно иметь опыт общения с такими устройствами. Я не думаю, что многие покупатели такой опыт имеют. Вот и приходится учиться на своих ошибках. Да, я теряю гарантию, но выдержать этот писк из динамика невозможно, поэтому решил его выпаять. Заодно можно посмотреть на устройство внутри. Здесь два аккумулятора, которые соединены последовательно. Эти аккумуляторы стандартные, а значит легко заменяемые. Главное устанавливать оба одинаковых по емкости и износу, например в случае замены. Даже если явной замене будет подлежать только один аккумулятор. Динамик благополучно удален, теперь остается только шум вентилятора. Он работает всегда, когда происходит питание от аккумуляторов. И, честно говоря, он также напрягает. Опять же, как и с динамиком, тот ИБП, который я вспомнил, что пищит только в начале работы от аккумулятора, а также перед отключением, в нем нет вентилятора. Конечно, есть шум работы трансформатора, но в остальном тишина.
Я впервые в жизни сталкиваюсь на практике с подобным устройством, поэтому мне трудно было оценить эти нюансы. Полная мощность ИБП 1500 Вт, рабочая мощность составляет 900 Вт. Реально ли сюда подключить 900 Вт? У моего обогревателя 2 тена, один на 600 Вт, а второй на 900 Вт. Когда я включаю тен 900 Вт, бесперебойник сразу отключается. Когда я включаю тен 600 Вт, то бесперебойник продолжает работать. Наверное, для такого устройства вполне неплохо и 600 Вт, которых вполне хватит для большинства компьютеров. Все дешевые бесперебойники имеют аппроксимированную синусоиду. Что это значит? Это значит, что сюда далеко не все можно подключать. Прежде всего, проблемы возникнут с оборудованием, в котором есть электродвигатель. Хоть это насос в котле, хоть мотор в холодильнике, даже не пытайтесь такое сюда подключить. В лучшем случае ничего не произойдет, и подключаемое устройство просто не будет работать. А если и будет работать, то двигатель будет гудеть, говоря о том, что ничем хорошим это не закончится. Однако с компьютерной техникой, которая по идее должна проще относиться к подобного рода условиям, я лично тоже не хочу использовать такой ИБП. Например, блок питания моего основного компа издает звук, который, к сожалению, невозможно передать через видео, это полуписк, полутреск. Мне даже и описать такой звук трудно, но совершенно точно этот звук говорит о том, что блоку питания такая почти синусоида не нравится. Хотя и работает компьютер при этом без проблем, если не обращать внимания на неприятный звук блока питания. А вот мини-компьютеру, который был куплен на eBay, такой вариант вполне подходит, никаких сторонних звуков блок питания не издает. Пожалуй, с этим компом все же можно использовать без переживаний. Что касается того, сколько проработают электроприборы, то эксперимент решил провести, подключив пару настольных ламп, попутно подключая другие устройства. По моей оценке времени работы нагрузки, приблизительная мощность, которую удалось вытащить, это лишь около 40 Вт. Измеритель должен посчитать количество вышедшей мощности и показать напряжение, но не в данном случае. С устройствами, у которых модифицированная синусоида, эти приборы показывают левые значения. Для измерения напряжения, а как результат и мощности, нужны специальные измерительные приборы. Возможно, точность подсчета мощности в моем случае не идеальна, но она точно не в 2 или в 3 раза отличается от названной мною. Пусть даже и реально вышло 50-60 Вт. Это крайне низкий показатель, я рассчитывал минимум на 100 с плюсом Вт, а надеялся, что выйдет раздобыть хотя бы 150 Вт. Но и это еще не все. Если опираться на мой измерительный аппарат, то где-то после использования 30 Вт начались новые чудеса. Напряжение упало до 185 вольт и держалось уже до полного разряда на такой отметке. Хотя я и понимаю, что эти данные не объективны по описанной выше причине. Ведь данный измерительный прибор не рассчитан на такие условия источника тока. Частота ВБП колеблется между значениями 98 и 102 Гц. Тут как и с напряжением, возможно, эти значения искажены. Другого измерительного прибора не имею. Во время зарядки бесперебойник потребляет 53 Вт, при этом никаких устройств не подключено, которые бы могли забирать часть мощности на свои нужды. По мере зарядки потребляемая мощность будет падать, и даже когда заряд будет завершен, на холостом ходу будет расход энергии около 25 Вт. Именно столько почти через сутки показывает ваттметр. Аккумуляторы точно при этом давно зарядились, таким образом за сутки будет просто так проедено около 0,6 кВт. По-моему, это очень много. Поигравшись с этим устройством, я решил, что оно не вписывается в мои планы и распрощался с ним. Но тема на этом не закрывается. Когда-то давно я пробовал собрать нечто подобное сам. Купил автомобильный аккумулятор и зарядное устройство к нему, а также инвертор на AliExpress. Мое мнение, это вариант еще хуже. Постоянные переподсоединения проводов, вентилятор инвертора шумел громче моего пылесоса, который ночью точно будет слышно соседям через стену, аккумулятор от автомобиля в квартире стрёмно заряжать, а самое главное, это все та же синусоида, которой у инвертора тоже не было, со всеми вытекающими. Наверняка можно найти на Алике и с нормальной синусоидой, но вероятность этого ниже, чем искать подобное устройство по месту. От такой схемы блок питания моего основного компа сходил с ума, короче, одни минусы.
Альтернатива, которая реально может дать работу в режиме бесперебойника, чистую синусоиду и емкость, смогут дать бесперебойные источники питания с выносным аккумулятором. В данном случае можно видеть такой пример, когда гелевый аккумулятор на 150 Ах и весом в 50 кг никак не получится спрятать внутри бесперебойника. Такая система может выдать более 1 кВт суммарной электроэнергии. Мой компьютер с монитором и настольная лампа с суммарной потребляемой мощностью около 70 Вт после часа работы привели к тому, что напряжение аккумулятора упало лишь на 0,02 вольта. Все это точно проработает 12 часов подряд. Мой телевизор диагональю 43 дюйма потребляет 50 Вт, соответственно он смог бы проработать еще дольше компьютера. При этом здесь есть кнопка, которая отключает писк из динамика, свидетельствующая о работе от аккумулятора. Хотя здесь и реализована возможность отключения звуковой индикации, если честно, оно и тут работает не до конца правильно. Например, в случае отключения света я нажимаю на кнопку и отключаю сигнал. Но кнопка здесь не та, которая размыкает цепь до динамика, а та, которая дает команду динамику не пищать. Впоследствии, если оставить устройство на зарядку с уже отключенным динамиком посредством кнопки, устройство активизируется на процесс зарядки при подаче электроэнергии, а после отключения электроэнергии снова будет звуковое уведомление об отключении электричества. Даже если звук уже был выключен, а сам бесперебойник вы не выключали полностью, для отключения звукового уведомления снова придется отключать его нажатием кнопки. Шум от работы вентилятора сравним с работой еще одного компьютера, в котором установлено боксовое дешевое охлаждение. В принципе, такой вентилятор тут и установлен внутри. Максимальную нагрузку конкретно на этот бесперебойник можно дать лишь 480 Вт. Но это именно у этой модели. Есть модели, которые одномоментно смогут выдать заметно больше. Если нужны более высокие мощности, лучше сразу смотреть на аккумуляторы минимум 24 вольта и бесперебойники к ним. Такой агрегат заряжается, потребляя около 150 Вт. Естественно, такая мощность не в последние пару часов зарядки, когда потребляемая мощность начинает явно падать вплоть до нуля. Это настоящий бесперебойник, который можно использовать в разрыве цепи между сетью и компом, и он подхватит работу компа в случае отключения электричества. Продаются подобные варианты как в готовом виде комплектом аккумулятор и бесперебойник, так и раздельно. Главное правильно подобрать тип аккумулятора. А типов этих немало. Это и кислотный, и гелевый, который в принципе тоже можно отнести к кислотному, но все же это совсем другой тип использования. Это и литий-ионный, и все больше набирающий популярность литий-ферромфосфатный. У них разные токи заряда-разряда, разные напряжения заряда, поэтому лучше остановиться либо на готовом варианте, либо неплохо изучить вопрос. Поскольку тема маленького бесперебойника по-прежнему не раскрыта, то также покажу неплохой и весьма дешевый вариант. Здесь установлен один кислотный необслуживаемый аккумулятор 7 Ах. Сам ИБП не имеет вентилятора и у него отключается пищалка. По приблизительной оценке выжать с него можно около 20-25 Вт. Он достаточно маленький и легкий. Поскольку обычно в дешевых бесперебойниках всегда ток заряда около 10% от емкости, а полностью такие аккумуляторы не разряжаются, то время их заряда, как правило, составляет 6-8 часов. Для нужд подобных моим можно обратить внимание. Мой упомянутый комп с eBay с монитором 22 дюйма и суммарным потреблением мощности около 30-35 Вт продержался минут 40 в работе. Из-за того, что здесь лишь один аккумулятор, в сравнении с самым первым случаем видео, да и тот меньше по емкости, вес этого бесперебойника от 3 до 4 кг. Несмотря на то, что это уже совсем другое устройство, как можно видеть, мои слова о том, что измерение напряжения, мощности и частоты у подобных аппаратов бессмысленны. Значения весьма интересные, особенно мощность без нагрузки, что, конечно же, не соответствует действительности. Пока я готовил данное видео, я все же купил себе маленький условно-переносной источник бесперебойного питания. Им оказался весьма неплохой вариант. Внутри стоят 4 банки литий-ферромфосфатных аккумуляторов 32700, что означает, что подобный тип аккумуляторов начинает приходить и в относительно дешевые ИБП. Хотя по-прежнему очень мало моделей ИБП подобного форм-фактора с таким типом аккумуляторов. Главный смысл данного устройства – позволить корректно выключить компьютер, чтобы не было потерь данных. Он раза в 1,5 дороже, чем предыдущий вариант, но при этом с плюсами.
Он значительно меньше бесперебойного устройства, в котором лишь один кислотный аккумулятор на 7 Ах, и уж тем более меньше, чем с несколькими аккумуляторами. Имеет металлический корпус, а не пластиковый, который присущий подобному форм-фактору, а также в качестве неплохого бонуса USB-порт с параметрами 5 вольт и 2 ампера, который поможет повысить КПД устройства, если нужно подключить низковольтное устройство. КПД, который тут, к слову, заявлен 94%. Литий-феррум-фосфатные аккумуляторы славятся количеством циклов заряда, которые они смогут пережить. Обычно это 2-3 тысячи циклов, через которые емкость упадет до 80%. Проверить это сложно, потому что 3000 циклов, даже если каждый день будет такой цикл, то это почти 10 лет использования. Но, например, литий-ионные обычно имеют 500 циклов заряда, а кислотные аккумуляторы и того меньше. У этой модели заявлена емкость аккумулятора в виде около 76 Вт-часов. Реально я получил по своей оценке около 45 Вт. То есть приблизительно столько же, как и с первым устройством, только этот стоит дешевле, не имеет встроенного вентилятора, здесь отключается пищалка, и оно меньше и намного легче, ну и есть USB, который точно лишним не будет. Как и в случае дешевых ИБП, здесь также модифицированная синусоида. Заряжается около 7 часов. Я не проверял, какую нагрузку на него можно подать, заявлено 480 Вт, но я думаю, что на практике даже меньше. По отзывам, то даже до 200 Вт не дотягивает. Если у вас компы с 3 видеокартами и по 24 ядра у процессора, можно сразу проходить мимо. Но мои цели именно от этого УПС – это устройство до 10 Вт. Из всего перечня ИБП мне встретились буквально лишь пару устройств, в которых литий-феррум-фосфатный аккумулятор, да и они попались случайно. Не знаю, станет ли массовым такой тип аккумулятора в бесперебойниках, однозначно хотелось бы, чтобы стал. Пожалуй, я все-таки нашел то, что искал. Принципиальное отличие подобного источника бесперебойного питания от зарядных станций заключается в том, что они могут переключаться на работу от аккумулятора во время исчезновения электроэнергии, а потом они обратно переключаются на зарядку. Одно другому не мешает. Большинство зарядных станций так не умеют. Более того, даже те, которые так умеют делать по смыслу, все равно не годятся к такому использованию. Ведь большая часть из зарядных станций заряжается от блока питания, который, как правило, более 100 Вт выдать не сможет. А значит, подключенное устройство должно для осуществления такой опции потреблять меньше возможностей блока питания. И только остаток из разницы мощности блока питания и потребляемой мощности будет доставаться зарядной станции для зарядки. А это очень сильно увеличивает время заряда самой зарядной станции, которая у зарядных станций и так немалая. С другой стороны, зарядные станции намного меньше весят, они компактнее, в них предусмотрено множество портов USB разной мощности, а также выводов 12 вольт. Это позволяет подключать множество устройств, которым не нужно 220 вольт, с гораздо более высоким КПД у всех выводов, так как нет сначала преобразования напряжения в 220 вольт, а потом обратно уже блоком питания того же смартфона или ноутбука в значении от 5 до 20 вольт. У зарядных станций всегда чистая синусоида, а если еще и современные литий-феррум-фосфатные аккумуляторы, то и большое количество циклов заряда с небольшим падением емкости со временем. Также современный тип аккумулятора гораздо более эффективен, ведь сможет гораздо глубже разряжаться, чем кислотные. Если кислотные аккумуляторы не разряжать ниже 50%, то это добавит им жизни, увеличив ее в несколько раз. Но с другой стороны, придется заплатить за емкость, которая использоваться не будет. Литий-феррум-фосфатные аккумуляторы дороже при соответствующей емкости аккумулятора, но реальная разница в доступной к использованию емкости будет заметна в пользу литий-феррум-фосфатного аккумулятора. Таким образом, литий-феррум-фосфатные аккумуляторы не просто дороже, они позволят отдать больше энергии при одинаковой емкости в сравнении, например, с гелевыми аккумуляторами. В таком случае разница в цене становится не такой уж и огромной. Также есть смысл обратить внимание на такие зарядные станции, которые заряжаются за 1-2 часа. Ожидание, пока зарядная станция зарядится через 7 часов, может полностью обесмыслить ее приобретение. Конечно, опять все упирается в цену, но тут хотя бы понятно, за что именно может быть переплата. Большое количество бесперебойников позволяет выбрать то, что нужно. Бесперебойники для 230 вольт самые универсальные, ведь из них можно получить 5 вольт. А вот из 5 вольт получить 230 вольт не выйдет. Выбирая бесперебойник, нужно многое учесть, а сделать это трудно, ведь банальный звуковой сигнал может работать по-разному, как я рассказывал в видео. И это нереально предусмотреть, ведь никто вам не будет включать их на пробу и тестировать часами.
Но мне хватило одного такого экземпляра, чтобы понять, на что нужно обращать внимание в дешевых бесперебойниках без чистой синусоиды. Если говорить про бесперебойники более-менее значимой емкости, то я бы начинал минимум от аккумулятора емкостью 65 ампер-часов. Тем не менее, главный показатель, как в отдаваемой в единицу времени мощности, так и в емкости, будет зависеть от конкретных задач, которые у всех разные. Потому что даже такой прибор, как компьютер, в плане потребляемой мощности имеет весьма абстрактное значение. Это может быть и 30 Вт в час, а может быть и 300 Вт в час. Без исходных данных о потреблении энергии конкретным устройством понять, какой подойдет бесперебойник или зарядная станция, невозможно. Для всяких роутеров уже появились ИБП, которые имеют на отдачу 9-12 вольт, что очень их удешевляет. Емкость подобных аппаратов 20-30 Вт-час. Ради интереса проверил роутер на потребление по мощности, и оказалось, что он потребляет лишь 2-2,5 Вт. Таким образом, за меньшие суммы можно приобрести ИБП, который даст возможность работать роутеру достаточное количество времени. При этом не будет никак шуметь, в отличие от ИБП с выходом в 230 вольт, будет куда более миниатюрным в размерах, но будет выполнять поставленную задачу. И еще немного интересной и полезной информации по поводу зарядных станций. Наверняка до покупки многие люди, как собственно говоря и я, подумают, что раз зарядная станция имеет встроенный аккумулятор на условные 1000 Вт-час, то это будет означать, что к нему можно подключить устройство мощностью 50 Вт, и это устройство проработает 20 часов. Ну, понятное дело, что есть погрешность на КПД инвертора, но вряд ли любой из нас, зная, что КПД обычно 85-95%, может представить, что проработает это все намного меньше времени. Дело не только в КПД инвертора во время повышения напряжения. Есть еще внутренние потери на холостой ход. Соответственно, чем меньше времени будет работать сам инвертор, тем меньше он потратит энергии на свою работу. Инвертор даже на холостом ходу будет потреблять заметное количество энергии, что видно по зарядной станции Ugreen. Так, если инвертор включен, то оценочное время работы самой зарядной станции без нагрузки будет около 30 часов, а с выключенным инвертором около 100 часов. А может и больше, чем 100 часов, просто 99,9 это максимум на табло. То есть инвертор без нагрузки потребляет минимум 20 Вт в час. Соответственно, если аккумулятор на 680 Вт-час, как у зарядной станции Ugreen, а нагрузка, например, в виде телевизора 50 Вт, то, не считая КПД инвертора, мы должны понимать, что в час будет съедено минимум 70 Вт. И это при том, что значение в 20 Вт на станции Ugreen я взял исходя из того, что емкость аккумулятора чуть более 600 Вт-час, а на холостом ходу у инвертора оценочное время работы было 30 часов. Что это все значит? Что максимально возможно вытащить мощности в расход под свои устройства можно, если устройство будет более мощным. Тогда и потерь инвертором будет меньше, и значительно будет экономиться энергия при коротком времени работы этого инвертора, если емкость аккумулятора расходовать как можно быстрее. На практике видно, сколько времени рассчитывает работать зарядная станция при подключении вентилятора с мощностью 42 Вт. Это почти 7 часов, что лишь около 42 умножить на 7 равно 294 Вт-час. И шуруповерта с емкостью 190 Вт проработает 2,6 часа. Это уже 494 Вт-час энергии будет затрачено. Если использовать еще более мощный прибор, то будет еще больше полезных Вт-час. Но так использовать невыгодно уже покупателю, ведь явно же такое устройство было куплено не для того, чтобы за час его высадить, а хотелось бы использовать его долго, ведь емкость вроде бы позволяет это. Можно по отзывам найти зарядную станцию с более высоким КПД и меньшим потреблением инвертора самой зарядной станции на холостом ходу, но скорее всего это можно узнать только если лично самому протестировать бесчисленное множество таких зарядных станций. Есть еще один вариант с уже существующей зарядной станцией использовать внешний инвертор с заведомо высоким КПД. Например, я могу через прикуриватель подключить инвертор от моего большого бесперебойника. Наглядно видно, что время работы на холостом ходу почти в 1,5 раза больше, а под одной и той же нагрузкой анонсированное время работы также выше в случае стороннего инвертора.
Одно только обойти сложно, сторонний инвертор от прикуривателя более 120 Вт выдать не сможет при таком подключении, хотя бы потому, что в зарядной станции через разъем под прикуриватель можно получить не более 120 Вт, в то время как через встроенный инвертор зарядной станции можно получить более 1000 Вт. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Если я решусь на еще одно видео, то покажу, какие устройства можно использовать с обычным пауэрбанком, кроме зарядки от него телефонов. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!